Как в самом начале определить, что ты имеешь дело с нарциссом, когда ты человека еще по сути не знаешь, только начинаешь узнавать. Причем как это определить по тем сигналам, которые он сам тебе подает. Потому что нарциссы часто предупреждают свою жертву о том, что они нарциссы. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы говорим о том, как нарциссы предупреждают нас о том, что они нарциссы, для чего они это делают. То есть это очень важно понимать. Это поможет вам сэкономить кучу времени, кучу нервов, кучу эмоций. То есть, на самом деле, просто нужно знать, куда смотреть. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк обязательно, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Итак, представьте себе такую ситуацию. Вы человека еще по сути не знаете, и у вас никаких взаимных обязательств нет. Вы его только узнаете, то есть вы его видели несколько раз, вы где-то познакомились на мероприятии, пару раз ходили там кофе попить, какие-то, может быть, пару свиданий было. То есть это такой человек, которого вы вроде как узнаете уже. Вы его, как будто бы считаете человеком из вашего круга общения, но вы, по сути, его вообще еще не знаете. И вот такое маленькое здесь должно быть условие. У вас есть интерес. Взаимный интерес, или, по крайней мере, у вас есть к этому человеку интерес. Он вам как-то симпатичен. Вас к нему как-то вам хочется его узнавать. И вот в какой-то момент он начинает вам говорить следующие фразы. Я не очень хороший человек. Я не тот, кто тебе нужен. Я думаю, что я не сделаю тебя счастливой. Мне кажется, что тебе со мной не будет хорошо. Я никогда раньше не любил. Я никогда не извиняюсь. Что еще может быть? Мои бывшие говорили мне, что у меня не очень хороший характер, и моя предыдущая женщина, она ушла от меня из-за того, что у меня характер, как она сказала, не подходящий к отношениям. Поэтому тебе, наверное, будет не очень хорошо. То есть, когда вы слышите такие фразы, вам кажется, что этот человек, скорее всего, нужно определенное мужество ему потребовалось, чтобы такие вещи о себе сказать, не очень хорошие. Во-вторых, очень похоже на то, что человек как будто бы исповедуется перед вами. То есть он вам, как кому-то значимому, говорит о себе вещи, которые, ты как бы на улицах о себе не рассказываешь. Я не очень хороший человек, я не могу сделать другого человека счастливым, я никогда не любил, я никогда не извиняюсь во время конфликтов. То есть он говорит о себе какие-то вещи вроде бы как нехорошие, но поскольку он сам тебе это говорит, ты думаешь так, наверное, он все-таки какой-то осознанный, он понимает, что с ним происходит, и, в принципе, когда человек какую-то проблему озвучивает, эта проблема уже перестает быть проблемой. В такой ситуации для чего это делает нарцисс? Ему очень важно в самом начале вас проверить. Ему проверить, насколько вы вообще чувствительны к такого рода фразам. Потому что если у вас перед этим были отношения с подобным нарциссом, который не мог сделать вас счастливой, который никогда не извинялся и так далее, вас эти фразы будут триггерить, как сейчас говорят. То есть вы будете тут же как-то вспоминать предыдущий свой случай и вы начнете как-то напрягаться. Если же у вас подобного опыта негативного не было, то когда вы будете это слышать, и при том, что мы помним, у вас есть интерес к этому человеку, вы будете его как будто бы успокаивать, что ты, наверное, себе накручиваешь, ты как-то себе слишком много чего-то придумываешь. Дело в том, что, как правило, жертвы нарциссов это люди, если это мужчина, жертва нарцисса это женщина, имеющая невротическую организацию личности. Есть, напомню, 3 вида организации личности. Это психотическая, пограничная и невротическая. У нас, у здоровых людей, организация личности невротическая. Что это означает? Это означает, что люди с такой организацией личности, как правило, склонны к рефлексии, к мнительности, к сомнениям. Как правило, мы больше на себя берем, нам кажется, что мы хуже, чем мы есть, чуть-чуть. То есть мы более такие критичные. И когда мы слышим от другого человека, что я не смогу никого сделать счастливым, я не смогу любить, мы представляем, как это было бы с нами, и думаем, что да нет, человека надо успокоить. Это все, это излишняя мнительность, это излишний какой-то перегиб. В такой ситуации женщина начинает такого мужчину как будто бы успокаивать, при этом у нарцисса есть убеждение, что я же ее предупредил, и когда фаза лавбомбинга, то есть когда я идеализирую, когда этот конфетно-букетный период, когда все такое сиропно-медовое сменится фазами отказа и утилизации, когда я буду плохо относиться к этой женщине, она же уже не сможет как-то откатиться, потому что она вроде бы сейчас мне говорит, что ничего страшного, все хорошо, мне это не страшно. Такие мужчины еще так говорят, что со мной легко не будет. Или так со мной скучно не будет, потому что я очень тяжелый человек, понимаете? И женщина говорит, да ничего страшного, я тоже такая, я готова к этому. То есть, во-первых, для этого нарцисс это делает. Во-вторых, нарцисс это делает для того, что, возможно, в предыдущих отношениях, если он, когда он утилизировал предыдущую женщину, он все-таки чувствует какое-то ощущение
не то что вины, ощущение то, что не очень все хорошо произошло, то ему как бы важно получить такое прощение от следующей своей жертвы. Дело в том, что как нарцисс вообще относится к отношениям? Это как такой паразит, который полностью высасывает что-то вот такое ценное, пока оно не умрет, для того, чтобы высосать из этого ценного сок. Нарцисс вступает в отношения с женщиной, он вначале немножко ее, так сказать, прикармливает какими-то вот этим, во время фазы идеализации, чем-то таким позитивным, как бы сыпет им комплименты, там, уделяет внимание, а затем он начинает от ней удаляться, унижая эту женщину, всячески ведя себя так токсично, для того, чтобы она своими страданиями показывала ему, что он имеет значимость. Потому что, поскольку она страдает, но не уходит, а не уходит она, потому что я ее прикормил на первой фазе, то значит, вот сколько я буду над ней издеваться, столько означает, что я имею такое могущество, имею такую власть, имею такую ценность. Я настолько ценный, что несмотря на мое скотское поведение, она не уходит из отношений. Соответственно, я вот все-таки имею какую-то значимость. В конце концов, женщина, конечно же, уходит из отношений. У мужчины остается чувство, что все-таки как-то я взял и слил эти отношения. Остается чувство, не то что вины, чувство какого-то сожаления легкого о том, что это слишком быстро закончилось. И с новой женщиной он может говорить о себе эти вещи, что я не очень хороший человек, со мной ты не будешь счастлива, я сложный в отношениях и так далее. Для того, чтобы вот эта новая женщина говорила ему, что да нет, ты, наверное, много на себя берешь, ты, наверное, накручиваешь, ты, наверное, слишком такой какой-то стеснительный, слишком мнительный. Нарцисс, когда это слушает, вы его как будто бы прощаете за его предыдущие отношения, за предыдущую его женщину. Поэтому он так и делает. Поэтому, если вы в самом начале отношений слышите от мужчины вот эти вот, как он бедкается, что ли, как он это жалуется, какие-то вот эти вот страдания, что я не очень хороший, я никого не могу сделать счастливым, со мной все люди так вот страдают, я какой-то там никогда не извиняюсь, у меня сложный характер, я никогда не влюблялся. Обратите внимание, почему вот человек вам это говорит, просто задумайтесь. Обратите внимание на другие его черты. Возможно, вы имеете дело с нарциссом. То есть, если вы в самом начале слышите от человека вот такое вот как будто бы предупреждение, как будто бы он вас готовит к тому, что готовься, я очень сложный. Подумайте по поводу того, что зачем оно вообще вам нужно. То есть, если человек вам говорит о себе, что он не очень хороший человек, то первое, о чем нужно подумать, это что, возможно, он таки и есть не очень хороший человек. А вас когда-нибудь нарциссы в самом начале отношений предупреждали о том, что они не очень хорошие люди? Вспомните, и если вспомните, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.